Майкл раскопал могилу своего деда, следуя указаниям своей покойной бабушки. Открыв потайную дверь внутри, он обнаружил нечто удивительное. Вы не поверите, что он сделал дальше. В день похорон своей бабушки Майкл, столкнувшись с многочисленными трудностями, стоял среди скорбящих. Его сердце было переполнено горем. Покойная бабушка воспитывала его после того, как его родители погибли в автокатастрофе. Майкл вспомнил трогательные воспоминания о том, как он разговаривал и смеялся со своей бабушкой в те времена, когда жизнь казалась ему проще и радостнее. Однако с тех пор, как она умерла, он испытывал глубокое чувство одиночества. Когда похороны подошли к концу, семья и друзья выразили свои соболезнования. Но один человек выделялся среди остальных. Это пожилая женщина с поразительно красивыми глазами. Она подошла к Майклу и протянула руку, в которой был старый и грязный конверт. Тихим голосом женщина сказала Майклу, что его бабушка хотела, чтобы он получил это. Заинтригованный, Майкл взял конверт и поблагодарил пожилую женщину. Он знал, что она была давней подругой его бабушки, хотя он никогда раньше ее не видел. После того, как она ушла, Майкл быстро вскрыл конверт и начал читать письмо. Он узнал почерк. Это был почерк его бабушки. В письме говорилось: «Мой дорогой Майкл, если ты читаешь это, значит, меня больше нет с тобой. Я доверила это письмо моей дорогой подруге Марте, чтобы она передала его тебе после моей кончины. Я хочу, чтобы ты знал, что ты – луч моего сердца, и я оставила тебе сюрприз, который, я надеюсь, изменит твою жизнь к лучшему. Если ты будешь следовать моим инструкциям, это приведет тебя к осуществлению твоего самого заветного желания». Майкл был ошеломлен, прочитав письмо. В нем подробно описывалось местонахождение могилы его деда и упоминалась потайная комната, где он найдет огромную сумму денег. Его бабушка также убеждала его не копить богатство, если он его обнаружит, а вместо этого поделиться им с нуждающимися. Письмо дало Майклу надежду, шанс прожить свою жизнь с чувством цели. После нескольких недель подготовки Майкл, наконец, отправился на кладбище и встал перед надгробием своего деда. Он крепко сжал письмо и собрался с духом, чтобы начать копать. Почва показалась ему тяжелой и влажной, когда он зачерпнул ее. Продолжая копать, Майкл вскоре заметил резкие изменения в структуре почвы и услышал другой звук. Затем он обнаружил потайной ход под могилой своего деда. Охваченный любопытством, Майкл без колебаний открыл люк. Его встретил неприятный запах, а изнутри лился тусклый свет. Он осторожно спустился по лестнице и оказался в потайной комнате, полной историй и сокровищ. Он увидел старинные книги и артефакты, рассказывающие истории прошлого. Но больше всего его внимание привлекли мешки с наличными, которые были сложены стопками. Майкл был потрясен до глубины души. Он не мог поверить, что его бабушка оставила ему такое огромное состояние. Слезы навернулись на его глаза, когда он подумал о том, как он мог бы изменить свою жизнь с помощью этих денег. Жизнь Майкла была трудной. Он пробовал себя в разных сферах бизнеса, но все они заканчивались неудачей. На самом деле, были моменты, когда он задавался вопросом, в чем смысл всего этого. Итак, Майкл знал, что с этими мешками наличных он сможет осуществить все свои мечты. Но как только Майкл задумался о том, что делать с деньгами в первую очередь, он вспомнил о пожелании бабушки, изложенном в письме. Она просила его поделиться деньгами с нуждающимися. Майкл разрывался между желанием сохранить деньги для себя и выполнить желание своей бабушки. Прошло несколько часов, пока Майкл сидел на полу, уставившись на пакеты с наличными и размышляя, что же ему делать дальше. Еще до наступления темноты он, наконец, принял решение. Он выполнит желание своей бабушки и раздаст деньги нуждающимся. Он решительно собрал ценные вещи и покинул тайную комнату.
Майкл знал, что предстоящее путешествие будет трудным, но он был полон решимости изменить ситуацию к лучшему с помощью найденного им богатства. В последующие дни Майкл связался с местными благотворительными организациями и узнал, как его пожертвования могут помочь в их важной работе. С заботливым и решительным сердцем он щедро пожертвовал значительную часть денег. Его добрый поступок оказал глубокое влияние на общество. Дети, испытывавшие трудности с получением образования, получили стипендии, чтобы осуществить свои мечты. Приюты для бездомных расширились, чтобы помочь большему числу людей, оставшихся без крова. Нуждающиеся пожилые люди получали улучшенную медицинскую помощь и поддержку, но на этом его благотворительная деятельность не заканчивалась. Майкл осознавал важность прямой поддержки общества. Остаток своего состояния он посвятил помощи нуждающимся в его собственном районе. Усилия Майкла принесли надежду и облегчение в жизни многих людей. Искренняя забота Майкла и его участие в жизни общества, несмотря на его собственные трудности, вдохновили других присоединиться к нему в духе благотворительности. Волонтеры выступили вперед, а предприятия предложили поддержку, зная, что их вклад будет использован с пользой. По мере распространения новостей о благотворительности Майкла он получал письма с благодарностью и восхищением от людей, чьи жизни были затронуты его добротой. Одно письмо особенно привлекло его внимание. Оно было от молодой женщины по имени Клара, состоятельной женщины, которая владела одним из благотворительных фондов, поддерживаемых Майклом. Ее искренние слова говорили о том, какое влияние оказала его щедрость на общество. И Майкл сразу же заинтересовался этой молодой женщиной. В последующие недели Клара продолжала посылать Майклу новые письма. Но страх перед неизвестностью не позволял ему связаться с ней. Видите ли, Майкл мечтал о прекрасном браке, подобном тому, который был у его родителей. Он верил, что величайшее достижение в жизни – это любить и быть любимым в ответ. Однако ему никогда не везло в любви. Он даже отчаялся найти настоящую любовь. Несколько месяцев спустя Майклу приснился сон, в котором бабушка уговаривала его встретиться с Кларой. Иначе он совершил бы самую большую ошибку в своей жизни. Проснувшись на следующий день, Майкл сразу же решил навестить Клару и выразить свою благодарность за ее добрые слова. Когда он постучал в дверь ее дома, он нервничал, но был полон решимости встретиться с ней. Глаза Клары заблестели от волнения, когда она увидела Майкла, стоящего в дверях. Она с радостью пригласила его к себе, и они поделились историями о своих начинаниях. В ходе беседы они обнаружили, что их объединяет стремление оказывать положительное влияние на мир с помощью благотворительности. По мере того, как они стали проводить больше времени вместе, работая над различными благотворительными проектами, связь Майкла и Клары становилась все крепче. Через несколько месяцев их дружба переросла в нечто более глубокое, и вскоре они поняли, что полюбили друг друга. Однажды Майкл опустился на одно колено и подарил Кларе красивое кольцо. Со слезами радости на глазах они поклялись друг другу в любви и решили провести всю свою жизнь вместе. В день их свадьбы семья, друзья и коллеги-филантропы собрались, чтобы стать свидетелями праздника любви и щедрости Майкла и Клары. Став мужем и женой, они продолжали посвящать себя улучшению жизни в своем городе и за его пределами. Оглядываясь на свое путешествие, Майкл понял, что спрятанные деньги были божественным даром. Он был рад, что последовал совету своей бабушки и пожертвовал огромную часть своего состояния. Майкл знал, что, если бы он держал свое богатство при себе, он никогда бы не нашел цель в жизни. Более того, он никогда бы не встретил Клару, хорошую женщину, которая, несомненно, отдала бы за него свою жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете о решении Майкла потратить большую часть своих денег на улучшение жизни других людей? Что бы вы сделали на его месте?
Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.